Брат министр, жена судья, невестка нотариус, а я просто окончил Гарвард. Есть ли такие места на острове, где экспат не может купить себе недвижимость? Реально такой остров-тюрьма. Посмотреть телевизор, помыть посуду, только, пожалуйста, можно не на пляж. Ты не можешь ткнуть в карту пальцем и сказать, я хочу вот это за любые деньги. Меня тут же очень сильно оштрафуют, скорее всего, посадят там на год-два. Инвестиции в недвижимость здесь защищены законом. То для многих, конечно, Маврикий это какая-то вообще диковинка, никто не знал, не слышал, не понимает, что это такое. Есть олени, коровы, бараны, птица. Чуть не превратились в алкоголиков. Станислав, расскажи свою историю. Как ты здесь оказался? Почему Маврикий? Станислав последние несколько лет живет в Маврикии. Владелец агентства по недвижимости. Также создал самый большой русскоговорящий канал про остров в Телеграме. Маврикий оказался совершенно случайным. Зимовали с семьей сначала в Турции, потом друг порекомендовал приехать на Маврикий, просто посмотреть, как тут и что, дозимовать. Мы приехали, и через месяц началась пандемия. Мы, соответственно, здесь застряли на 1,5 года. Локдаун здесь был жесткий, не выпускали никого прям с первого дня. В магазин можно было ходить в алфавитном порядке 2 раза в неделю, детей в машине нельзя. В общем, реально такой остров-тюрьма. Остров-тюрьма, но нам повезло, потому что мы жили в очень хорошем поселке, там 240 гектар, гольф, лес, пляж, олени. И 240 квартир и вилл с богатыми соседями, которые скучали. В общем, пандемия была очень жесткой, мы почти там чуть не превратились в алкоголиков, потому что кроме того, чтобы ходить друг к другу в гости в течение больше года, ничего другого не оставалось. Ты, наверное, приобрел много контактов здесь, в том числе местных, да, за этот период? Из богатых соседей? Они все приезжие, они, как правило, мало пригодны для какой-то пользы, какой-то бизнеса. На самом деле, больше всего контактов я приобрел, когда отправил детей в частную школу, потому что если ты попадаешь в хорошую школу, то понятно, что вся местная элита тоже там пытается оказаться, возит детей, и там ты уже с ними знакомишься. И для меня, на самом деле, это оказался прям реальный толчок, потому что я до сих пор, не до сих пор, а сколько уже, 3 года, считай, я нашел своих основных партнеров, допустим, по корпоративным всяким бизнесам, по корпоративным услугам, по открытию компаний, счетов, открытию пермитов различных, видов на жительство. Как раз это были и есть родители одноклассников моего сына старшего. Да, и самое интересное, что там вообще любая сложность. Хочешь, траст здесь откроешь, что нереально для иностранцев, да, то есть они под своим зонтиком это предлагают. В общем, практически любые вообще корпоративные услуги, которые можно придумать, они могут сделать, потому что там есть хорошие связи на высоком уровне, из серии брат министр, жена судья, невестка нотариус, а я просто окончил Гарвард. Интересно, то есть возможности открылись там, где ты не ожидал. А почему, вы прошел локдаун первый, второй, почему решили здесь остаться? Почему ты не забрал семью и не улетели назад в Россию? Получилась какая-то цепочка совпадений таких мелких. Сначала мы очень хотели вернуться все это время, но потом, пока был промежуток между 2 локдаунами, у меня дети сходили в местную школу, им очень понравилось, мы просто на удачу решили попробовать поучиться. Нас взяли. Школа, она в системе Кембридж и IB, то есть, по идее, ты, окончив ее, можешь 80% англоязычных вузов спокойно поступать. Если у тебя будут хорошие результаты по IB, то тебя чуть ли не без экзаменов берут. Поэтому мы призадумались насчет будущего детей в плане образования, языка. И для нас это было такой мотивацией, чтобы попробовать. Пойдет, не пойдет. Так прошло еще полгода, а потом еще полгода локдаун, а потом уже... вроде попробовали, давай еще дальше доучимся, вроде пошло. Потом ситуация у нас возникла политическая, нестабильная. И до сих пор мы здесь. Но плюс еще где-то в середине этого пути получилось так, что я открыл компанию просто попробовать. С прицелом на то, чтобы заниматься недвижимостью. А ты занимался недвижимостью в России? Да, я работал. работал... Это твоя отрасль, ты решил просто развиваться в ней здесь? 15 лет я занимался девелопментом,
в том числе крупных проектов. И здесь у меня была надежда, что я стану ранним пенсионером, но не вышло. Вот. И мне захотелось здесь, после того, как я изучил рынок, в том числе и там, сначала для себя искал, потом просто заинтересовался, начал смотреть, что здесь вообще есть, бывает. Я увидел здесь довольно много возможностей. Здесь вообще очень много возможностей. Остров, он довольно большой, это прям реальное государство, и при этом очень много чего нет. При том, что направление дорогое, люди в основном приезжают платежеспособные, и здесь много людей с высоким достатком. Вот. Но в плане там сервисов, хороших каких-то продуктов, здесь ничего такого нет. К чему То есть ты видишь привыкли. перспективы? Здесь куда ни плюнь, вот любой бизнес, который у тебя есть, если ты стартанешь его на Маврике, по моему мнению, эта ниша будет либо пустовать, либо там будут местные, а они нам, я извиняюсь, не конкуренты никогда ни в чем, потому что с их менталитетом, с их привычками не работать, они в любом случае проигрывают нашему там, городскому, московскому подходу, да, когда ты готов там, работать 24 на 7, а там, не до 4, да, вот, и когда ты пытаешься исполнить там, любую задачу, а как бы не сдаешься при первых же трудностях, это вот их менталитет так очень расслабленный, ну, как, наверное, у многих там островных и теплых стран. И поэтому я убежден, что в любом направлении ты здесь добьешься успеха, ну, при условии, что, конечно, ты это умеешь делать и сам заряжен. Будешь трудиться. Конечно. Я да. читал, что в некоторых источниках читал, что 22 год стал бумом в недвижке на Маврике, и вообще раньше за всю историю не было столько здесь продаж. Правда это или нет? И насколько вообще сейчас развивается отрасль недвижки здесь? Отрасль недвижки сильно притормозила на 2 года во время локдауна. Очень много стройки заморозилось. Соответственно, депортированы были массы дешевых рабочих из Бангладеш, там, других стран, Индии. Маврикийцев местные строители стараются не нанимать, потому что дорого, и они на работу не приходят. Вот. И здесь, конечно, очень много накопилось отложенного спроса за эти 2 года пандемии. Поэтому, когда остров открыли, сюда ринулись все те, кто изголодался по Маврикию, потому что я знаю, многие европейцы, они сюда из года в год ездят, и они прям не могут без этого острова там, прожить там, лишний сезон свой туристический. И, безусловно, очень много отложенного спроса сыграло для роста рынка в плане и аренды, и продаж. Но поскольку очень много строек было заморожено, и они не смогли реновировать свои разрешительные документы вовремя, то спрос начал сильно превышать предложение, и цены с весны там, по октябрь, по крайней мере, вот если говорить про аренду, про долгосрочную, они скаканули вверх на 30-50% за там, буквально меньше, чем полгода. Вот. То есть это связано в первую очередь именно с отложенным спросом во время пандемии? Да, это первое. Второе, конечно, такие глобальные геополитические события тоже сильно влияют на поведение людей, кто раньше, допустим, откладывал покупку в какой-то теплой далекой стране. Сейчас они не откладывают и при первой же возможности входят в сделки. Причем иногда доходит до смешного. То есть у меня было несколько обращений от наших граждан, ну, давно уехавших там, в Германию, Швейцарию. Кстати, очень много из Швейцарии клиентов переезжают, кто уже закончил там свою карьеру, продают свои квартиры там, переезжают сюда. То есть сначала эмигрировали из России туда, сейчас релоцируются. Здесь такое райское местечко, конечно. Так особенно вот, для пенсии. И у людей, вот, я вот клянусь, вот, прям вот, несколько запросов таких было. Нам какой-нибудь домик, неважно какой, главное, чтобы было много земли. Потому что мы боимся войны, что будет холод и голод. Здесь холодно не будет никогда, а если будет голодно, то мне нужна земля, чтобы я сажала картошку. То есть у меня, вот, правда, вот было там 3 таких запроса от абсолютно разных людей из разных стран. У меня есть одна история тоже из этой же отрасли. Я был в Испании, встречался там с нашим тоже русскоязычным предпринимателем. У них есть целый проект. Это виллы на огромной территории, очень классном месте. Такое, знаешь, пейзажи там потрясающие. И эти дома с бомбоубежищами, где уже спроектировано наличие первой необходимости, там каких-то
каких-то средств, да, там, еды, воды, лекарств там, и так далее. И возможность в том числе внутри, в этих бомбоубежищах, выращивать еду себе. Вот там они пошли немного дальше. Но в целом, да, тренд такой интересный. А есть ли какие-то нюансы в сфере недвижки, которые тот, кто планирует приобрести здесь недвижимость или, например, вложиться в какой-то девелоперский проект, и ему нужно о них знать? Ну, прежде всего, как и в большинстве цивилизованных юрисдикций, здесь происходит комплаенс сумасшествия. То есть очень... Откуда у тебя деньги, чтобы ты мог себе позволить Да, купить? то есть проверки всех инвестировать. банков тебя проверяют и агент, и нотариус, и застройщик, и банк. И, Нотариус тоже проверяет. Да, да, они обязаны по закону. Если не проверят, их посадят. Ну, то есть одной проверки недостаточно. То есть все проверяют, каждый делает свой, да, чек? Да, но с другой стороны, у тебя примерно один и тот же пакет документов, ты его всем показываешь, просто Это занимает муторно, на самом деле. чуть дольше времени. Ну, конечно, муторно, вот, но ничего не поделаешь. И банки с трудом принимают деньги. Вот, с одной стороны, у них вроде бы заявлен вектор на то, что мы привлекаем зарубежные инвестиции, мы развиваем остров для богатых экспатов и так далее. Но попробуй сюда деньги заведи. Вот у меня люди, прошедшие комплайнс, допустим, в UBS банке швейцарском, еще там 10 лет назад, они из швейцарского банка не могли сюда деньги перевести, что-то да не устраивало. Вот. И, конечно, большая проблема еще, многие люди, кто, например, продавал свое жилье или еще что-то там в России, у нас это не запрещено, и они принимали деньги в виде наличных. Неважно, они у них остались наличных, они их положили на счет. Если в договоре указано, что деньги принимались наличными, для них это красный флажок, и они не засчитывают, как правило, этот source of funds как illegal. И то есть для них это не является законным подтверждением происхождения твоих денег. И на этом многие обжигаются. А так вообще здесь процедура покупки и владения жильем очень простая. То есть здесь всего лишь 5% налог. Налог на владение? Нет, это регистрационный сбор, разовый. Это пошлина. Да, ты 5% платишь при покупке, 5% при продаже. Ну, то же самое платит покупатель и продавец, соответственно, в начале и в конце. И еще примерно 1% это нотариальный сбор, потому что все сделки происходят через нотариуса, через его escrow-счет. Напрямую ты никогда не контактируешь между покупателем и продавцом. Нотариус, получается, зарабатывает еще как escrow агент, да, в сделках? Да, да, вот порядка процента. Вот, а также, ну, если есть комиссия агента, то она тоже возникает у одной из сторон. Есть ли такие места на острове, где экспат не может купить себе недвижимость, и наоборот, где-то специально выделенные территории для экспатов? Есть несколько основных схем, по которым экспаты могут приобретать недвижимость. Это выделенные проекты, которые имеют соответствующие сертификаты. Это PDS, RES, IRS и Smart City. Ну, это основные. Есть там еще мелкие схемы, но они не популярны и особо не нужны. Вот если проект относится к одной из этих 4 инвестиционных схем, внутри этих проектов иностранцы могут покупать и землю в некотором случае, и любую недвижимость. То есть все-таки есть градация, да? Где-то можно купить. Ты не можешь ткнуть в карту пальцем не и можешь. сказать, я хочу вот это за любые деньги, тебе могут не продать, потому что оно не будет подпадать под инвестиционную схему, доступную для иностранцев. Плюс еще есть некоторые ограничения, например, иностранцы не могут покупать недвижимость меньше 150 тысяч долларов. 150? Да. Вот. Но от 375 тысяч долларов они получают 20-летний вид на жительство на себя и родственников, причем дети могут быть любого возраста, жена может быть в неофициальном браке, то есть без подтверждающих документов, как они это называют, партнерством, да, то есть на партнера это тоже распространяется. Вот в этих схемах инвестиционных, которые я указал, у них даже есть возможность покупать землю, но для этого у тебя должен быть какой-то другой вид пермита. Либо ты уже до этого должен купить был какую-то недвижимость и иметь вид на жительство, либо ты должен иметь какой-то из длительных пермитов, как профессионал, как инвестор или как самозанятый. Здесь эти пермиты выдаются на 10 лет. Соответственно, любой из долгосрочных периодов тебе позволяет купить землю. Просто
приехать даже вот в этой инвестиционной схеме иностранцу, сходу купить не получается. А сколько в среднем стоит, вот, например, домик в классном месте с хорошим земельным участком? Если мы говорим об организованных поселках, в которых есть различные сервисы в виде, например, пестконтроля, да, там, когда тебя травят насекомых и всякую живность, ну, понятное дело, там охрана и какие-то общие опции, например, общий бассейн, спа или... Инфраструктура, в общем, ну, да, комьюнити. Да, спорткомплекс какой-то. Как правило, вот если мы говорим просто о комплексах апартаментов, они могут быть там и большие, и побольше. Начинаются примерно двухкомнатные апартаменты от 400 тысяч долларов. Но это будет площадь там 100 метров плюс, где-то 120-130 и больше. Это будет полностью отделанные апартаменты со всей встроенной мебелью, там, то есть кухни, кондиционеры, встроенные шкафы, сантехника, душевые кабины. Все это будет встроено. Плюс они предлагают, как правило, такую опцию, как дека-пак. То есть ты платишь, допустим, еще там 30-50 тысяч долларов, и тебе ее полностью запаковывают, там, шторы, вилки, полотенца, любая движимая мебель, телевизоры. То есть ты вообще ни о чем не думаешь. Предлагают типа по дизайну, да? Там, да, да, как правило, у них есть несколько опций. Ты можешь выбрать какой-то вариант, либо попросить что-то себе, ну, отдельно приобрести. А если дом, вот мне интересует дом. Я вообще, у меня нет пока дома, у меня тоже квартира, но у меня есть цель купить дом. Вот сколько здесь будет стоить такой классный дом для семьи там из 4-5 человек? С бассейном желательно. Не, ну, есть несколько, опять же, вариантов. Если покупать дома готовые, они, ну, могут вызывать вопросы по дизайну, может быть, по какой-то там инженерной инфраструктуре. Ну, не инфраструктуре, а по инженерным системам, я имею в виду там электричество, вода, канализация. То есть надо это все проверять, потому что климат довольно, ну, агрессивный. И влажность высокая. да, и, как правило, вот инженерные системы, они, ну, начинают довольно быстро выходить из строя, поэтому надо это все проверять. Так вообще вот в бюджете до $1 миллиона довольно сложно найти прям классный новый проект, чтобы у тебя там была большая вилла с бассейном и так далее. Но опять же, чтобы она была в хорошем месте, чтобы была какая-то разумная доступность для школы, если детям нужно ходить в школу, до магазинов, там, до каких-то, ну, центров притяжения, до того же пляжа. Да? Ну, кто чем интересуется, кому-то каталка нужна, да? Тогда там все едут на Лиморн или в Тамарин, селятся, чтобы было быть ближе к этим спотам серферским. Вот. Но до $1 миллиона найти сложно, но можно. Можно найти, например, варианты off-plan, да, когда, и они, кстати, большинство проектов так и продаются. И, кстати, на гэпе, когда он заканчивается, когда проект достраивается, да, то, как правило, где-то 20% ты выиграешь в цене. Можно еще заработать. Он дорожает. Он дорожает. Бизнес, да, здесь, наверное, тоже, как в Дубае? Ну, наверное. Но вот, по моему опыту реально где-то 15-20%, если там нормально организованный проект, цена вырастает практически сразу. Ну, то есть надо рассчитывать на цену где-то $1,5 миллиона, да, для такого, для домика мечты? Ну, для домика мечты, наверное, ну, можно и там, наверное, $1,200 000, $1,300 000, но более-менее нормальные домики, ну, где-то, наверное, из 600-800 можно найти, но они не будут прям, наверное, в супер локации или там, ну, иметь супер планировку или достаточно земли. То есть будут в любом случае какие-то нюансы, какие-то допущения. То есть 100% ты здесь не будешь доволен. С другой стороны, когда ты покупаешь офф-план, у тебя есть гарантия там застройки. Ты никогда не платишь все деньги сразу. Здесь по закону у тебя идет рассрочка до окончания строительства. Причем все деньги платятся не застройщику, а нотариусу. И если какие-то проблемы, нотариус тебе в любой момент, ну, после необходимых процедур, там, судебных, он тебе деньги вернет. То есть инвестиции в недвижимость здесь защищены законом. И это действительно работает? Да, это абсолютно точно работает. Если ты покупаешь, ну, по какой-то индивидуальной схеме себе жилье или себе виллу, безусловно, это работает. Другое дело, если ты входишь в девелоперский проект, там уже
так не регулируется, потому что ты можешь покупать доли компании, например, да, которой там земля принадлежит. Ты можешь, там, опять же, землю купить, если ну, позволяет там, твой статус. Поэтому здесь уже в таком ключе это не работает, именно когда идет про большой бизнес там, и большие проекты. А индивидуальный покупатель защищен здесь на 100%. Насколько рынок недвижимости на Маврикии конкурентен? Здесь проблема в том, что если говорить, допустим, про клиентов русскоязычных, потому что вот мой бизнес, он исключительно сфокусирован на людей, кто говорит по-русски. Человек может быть из любой страны, вот, но мы общаемся не в основном, а только с такими клиентами. Соответственно, у нас нет конкурентов, мы не являемся раздражителями для местных агентств, да, потому что они там все бьются за ЮАР, там где-то Китай, Францию, Европу и так далее. Вот, и поэтому мы нормально с ними сотрудничаем, они делятся проектами, там, комиссиями и так далее. Так вот, если говорить про нашего соотечественника, то для многих, конечно, Маврикий это какая-то вообще диковинка, никто не знал, не слышал и не понимает, что это такое. Но многие люди, которые приезжают сюда первый раз, ну, они либо уезжают навсегда, либо они прям привязываются, влюбляются и при наличии возможности, да, какой-то финансовой, они стараются здесь что-то приобрести. И пока что ну, для российского рынка это реально что-то новое. И реально здесь сейчас строится много проектов, но динамика продаж довольно хорошая. То есть, как правило, проект распродается до года. И самое интересное, что застройщик не может его начать строить, пока не распродаст в план 70% юнитов своих. И только когда он 70% продал, вот, он, соответственно, получает проектное финансирование и получает разрешение строительства. А если не продал, тогда что, возвращает, просто и проект закрывается? Не, ну просто Или продает просто дольше. строит за свои деньги, без финансирования? Не, продает дольше. А, просто дольше продает. Здесь ну, за свои деньги мало кому интересно продавать Да. и строить. А кто основные покупатели здесь недвижимости? Китайцы, южноафриканцы? Вот в Дубае, например, в 2022 году стали граждане России. А как здесь? Здесь примерно поровну. Это Франция, Германия, Великобритания, ЮАР. Это основные рынки были до недавнего времени. За последний год здесь начала появляться русская речь. Если раньше, когда я приехал 3 года назад, там, здесь вообще не было русских практически. Ну, несколько сотен, может быть, которые там, за все годы здесь приехали и осели. У меня в школе мои дети были единственные русскоговорящие. Сейчас начали переезжать и какие-то крупные IT-компании, перевозить офисы сюда со всеми сотрудниками и семьями. Просто много там, цифровых кочевников перелетело. Инфо-цыган, опять же. Вот. И если раньше было, опять же, сотни, сейчас вот прилетело 9 тысяч за прошлый год. А я поговорил с сотрудником офиса премьер-министра, они ожидают поток именно россиян, не русскоязычных, а именно россиян, которые будут обращаться на какие-то длительные варианты местонахождения здесь. Это премиум-виза, сейчас основной инструмент, и вот различные длительные пермиты. Вот они себе запроектировали 23 тысячи слотов для россиян на этот год. Если это действительно произойдет, если их прогноз сбудется, то конкуренция здесь сильно поднимется. Ну, да. Как это произошло уже в Арабских Эмиратах? Прям чувствуется. Когда мы только переехали в 2018 году, мы пошли в школу, и мы также были одними русскоязычными. Я сам не из России, из Казахстана, ну, как бы русскоязычный, да. И ну, сейчас, конечно, ситуация глобально поменялась. Более 350 тысяч русскоязычных граждан сейчас проживает в Дубае. А тут еще такое направление, которое вот, наши люди еще просто реально не поняли. Вот все большие юрисдикции, там, Турция, Кипр, Дубай, куда все массово ринулись, это такие большие лакомые куски, ну, там, для так называемых оппонентов сейчас нашей страны, которые, вот, если они там как-то переживут, то они сделают больно, да, ну, россиянам, государству и так далее. А Маврикий — это маленькая юрисдикция, которая никому не интересна. Ну, главное ее не переносить, да. Тут ее никто, станет интересный. никто не замечает. А на самом деле, вот если сюда ты приезжаешь,
Здесь, во-первых, очень хорошее отношение к русским. Здесь не было ни одного конфликта, ну, мне, по крайней мере, неизвестно, на какой-то политической почве. Да? Какая-никакая, но развитая банковская система. Это настоящее государство с бизнес-центрами, с супермаркетами большими. Здесь есть международные школы, куча отелей, нормальное авиасообщение. И самое главное, час разницы с Москвой. То есть я знаю, что многие люди, которые здесь осели, им даже если что-то не нравится, они думают переезжать в какие-то другие страны, они прикидывают, что им придется вставать раньше или позже, ложиться, и это их останавливает. И в целом остров реально развивается. То есть сейчас появляются новые офисные пространства, какие-то коворкинги, и гораздо больше возможностей для ведения бизнеса. Другое дело, что все равно это непросто. Везде ты сталкиваешься с бюрократией, еще с какими-то вещами. Я, например, полгода регистрировался для того, чтобы иметь возможность быть осужденным и оштрафованным за любую ошибку, работая агентом. Да? То есть я полгода пытался зарегистрировать свою компанию у себя, вот Finance Intelligence Unit, это департамент, который следит за отмыванием денег там, и всеми незаконными операциями. И я теперь являюсь ответственным лицом, Money Laundering Report Officer, так называемый, который по всем финансовым операциям, по всем клиентам должен составлять отчеты, хранить их, подавать в этот FIU. А если что-то не так, то меня тут же очень сильно оштрафуют и, скорее всего, посадят там, на год-два. Поэтому здесь ты в любой деятельности встречаешь такие сюрпризы, которые либо тратят твое время, либо, есть своя специфика, которую необходимо знать и учитывать, прежде чем ты заходишь в какой-то бизнес, Совершенно более верно. связанный с потоком финансов. А скажи, пожалуйста, вот есть инвесторы, это такие низкорисковые, как правило, да, которые очень любят инвестировать в недвижимость. И они смотрят на международном рынке различные юрисдикции. Вот ты как эксперт в недвижимости сможешь назвать Маврикий привлекательной юрисдикцией для инвесторов в недвижимость? Если да, то почему? Здесь инвестор всегда защищен законом, здесь действует английское и французское право, то есть здесь, безусловно, есть какая-то где-то коррупционная составляющая, но в основном здесь законы работают четко. И кроме того, если ты заручаешься поддержкой правильных партнеров, да, которыми мы можем поделиться и самими ими выступить. Я тебя перебью, извиняюсь. Друзья, я обязательно оставлю в описании под видео контакты Станислава, ссылочку на его инстаграм. И если у вас будут какие-то вопросы по недвижимости, по бизнесу на Маврикии, просто вы захотите сюда прилететь, пишите, я думаю, что Станислав с удовольствием поможет. Без проблем, тем более, что у нас по Маврикию единственный, самый большой есть телеграм-канал, посвященный аренде. На него тоже ссылочку оставим. Да, посвященный аренде, продаже. И плюс еще на базе этого канала у меня сформировалось одно из, наверное, самых больших телеграм-сообществ «Русские на Маврикии», где многие люди, кто здесь живет и прилетают как туристы, они первым делом туда заходят, потому что там очень много полезной информации. Круто, это реально полезно. Как я сам по себе знаю, если мы куда-то летим, в первую очередь мы ищем такие комьюнити в чатах, чтобы получить там какую-то поддержку, информацию. Так что, друзья, пишите, и я уверен, что вы найдете то, что ищете. Возвращаясь к инвестициям. Да, значит, если ты сюда завел деньги, то все хорошо. Но насколько это прибыльно? Какой возврат? На какой процент возврата в год? Опять же, в зависимости от модели, которую ты выбираешь. Если ты просто покупаешь строящиеся объекты, и потом, когда они достраиваются, ты их продаешь, это один путь. В этом случае у тебя получается, если ты заходишь в самом начале, то стройка занимает где-то 1,5-2 года в среднем. Соответственно, ты прирастаешь за это время, допустим, 20%, то есть 10% годовых. И плюс сам по себе рынок, он подрастает. И я думаю, будет подрастать, потому что остров не резиновый, земли не так много. Есть потенциал роста. Проектов больше не становится. Средний срок экспонирования практически любого юнита здесь не более полугода. А вообще, меня в последнее время посещает мысль, что Маврикий – это как биткоин. То есть биткоин, его же можно выпустить биткоин, он такой определенное количество, не более чем
там сколько-то. Но здесь тоже, ну, мне так кажется, что рано или поздно к этому придут, что Маврикий может вместить определенное количество людей, ну, ввиду естественных причин, там, по водоснабжению, электричеству, агропромышленности и так далее. И, соответственно, каждый человек должен будет все дороже и дороже покупать или оплачивать свое место на острове. Ну, это, да, логично. Весьма логично. Ну, остров. Сколько здесь людей живет, кстати? Здесь 1,3 миллиона постоянных жителей, и примерно столько же приезжало до пандемии, сейчас меньше, но поток потихоньку восстанавливается. Здесь что еще хорошо, вот если возвращаться к вопросу о надежности юрисдикции, Маврикий это не Сейшелы и не какие-то другие страны государства, это прям реальная мини-страна. Например, почему она пережила пандемию, при этом выплачивая всем, не только госслужащим, а вообще всем людям минимальные зарплаты, когда люди сидели дома. То есть у страны были на это ресурсы. Если бы она, например, зарабатывала только на туризме, это было бы невозможно, страна была бы уже банкротом. Но здесь довольно диверсифицированная экономика. Туризм и со всем прилегающим сервисом, ну, начиная там, от таксистов и там, продавцов экскурсий, и заканчивая производителями еды там, для отелей, да, весь этот сектор он занимает на самом деле не больше 25% ВВП острова. Еще 25% это сельское хозяйство. Здесь много выращивается сахарного тростника, из него делается сахар, ром, экспортируется. При том, что и другие культуры тоже выращиваются. Я вот общался в Министерстве сельского хозяйства, задавал вопрос, а вот если в один момент перестанут летать самолеты и ходить корабли, что вы будете делать? Он говорит, Маврикий сам себя прокормит. То есть, когда поля устают от сахарного тростника, они высаживают картошку. У них последние 2 года наладилось производство выращивания помидоров. Помидор, да, наверное, правильно. То есть у них довольно много сельскохозяйственных культур. А животноводство как развивается? Есть олени, коровы, бараны, птица. То есть в целом край-то благодатный для взращивания сельскохозяйственной культуры, да, и животноводства, развития животноводства. Да, и тем не менее это тоже не более 25% ВВП. Еще 25% это легкая промышленность, потому что здесь вот много фабрик, которые пошивают одежды для многих международных брендов. Порой в Москве ты какую-нибудь футболку берешь, а там Made in Mauritius. Ну, такие они в основном масс-маркет, типа Benetton, Дизель, там еще какие-то, по-моему, частично здесь, по-моему, даже Zara выпускалась. Но не суть. Фабрики работают, они, соответственно, тоже довольно серьезный вклад в ВВП создают. И здесь очень развит финансовый сектор. То есть здесь, поскольку это такой, можно сказать, белый офшор, который уже и непонятно, офшор или не офшор, банковский сектор здесь очень развит. И помимо него также есть сопутствующие сервисы, как корпоративные услуги, регистрация компаний. Это тоже большой такой... Пласт. А финтех развивается здесь? Финтех-проект? Конечно, финтеку местному, да и, наверное, общемировому далеко до нашего российского. Но, тем не менее, например, крупные банки не имеют свои приложения. Они, конечно, кривенькие, но они работают. То есть можно в большинстве магазинов оплачивать этими приложениями, делать переводы, оплачивать там, счета, коммуналку. Ну, есть, конечно, свои ограничения. То есть по функционалу, да, ты не можешь там ткнуть на транзакцию, и она там заново повторится. Ну, есть многие вещи, которые есть. Ты не можешь выписку заказать себе. Ты должен, если ты хочешь выписку за любой период, ты должен идти в банк, оплачивать деньги, ну, какие-то копейки, ставить очередь и получать бумажную выписку. То есть каких-то элементарных вещей, которые мы привыкли, здесь вот их, к сожалению, нет. Ну, это потенциал для развития, не все сразу. Смотри, если я, например, имею там 500 тысяч долларов, и я хочу найти какую-то привлекательную с точки зрения инвестиционных возможностей недвижку, какой район мне лучше выбрать и как долго я буду отрабатывать свои деньги, как быстро они мне возвратятся? 2 главных района, которые привлекательны для инвестиций и куда больше всего стремится иностранцев, это север, вот где мы сейчас находимся, и юго-запад. Север – это Гран-Бей и прилегающие все населенные пункты. Запад – это Тамарин. Тамарин, Лиморн, Флик-н-Флаг, но ядром является Тамарин. Если говорить
статистическими данными, да, то север – это 70% рынка недвижимости в денежном выражении. Ну, если говорить там, про новостройки и качественные проекты. Тамарин в силу естественных причин меньше развит, потому что там просто меньше земли, да, там есть полоска, пригодная для строительства территории между океаном и горами, да, и просто физически развиваться через какое-то время будет некуда. Соответственно, и пропорционально вся инфраструктура также она распределена. То есть на севере больше школ международных, больше торговых центров, больше пляжей. Ну, конечно, он дальше расположен от основных природных достопримечательностей, то есть большинство природных парков, вся каталка, киты и так далее, это все Тамарин. Здесь есть тоже споты для кайтсерфинга, например, но это не так развито. Хотя вот я знаю, что многие профессиональные рыбаки считают, что на севере рыбалка лучше, потому что риф чуть дальше, то есть как-то рыбы больше ходит, плюс острова рядом, они как-то тоже создают условия для того, чтобы она там была и размножалась. Поэтому любителям рыбалки лучше быть на севере, тем более, что все равно из Тамарина они приплывают сюда. А если возвращаясь к цифрам, $500 тысяч. 500 тысяч долларов это ты можешь купить простенькую виллу на этапе строительства. Я смогу ее сдавать и зарабатывать на этом? Да, в любую недвижимость здесь можно сдавать. Кроме того, я могу отметить, что сейчас дефицит качественных проектов для долгосрочной аренды, потому что, опять же, много проектов не вышло в срок из-за пандемии. Соответственно, рынок предложения сузился. Любую недвижимость можно сдать, найти клиента. Сейчас тем более ставки подросли существенно, где-то на 30-50%. За полгода прошлого выросли ставки по долгосрочной аренде. Но в любом случае у тебя получается капрейт там 3, в лучшем случае 4%. То есть это сколько? 35-25 лет окупаемости. Это вот, достаточно, да. Это не очень интересно, это консервативно. Это можно, может быть, рассчитывать на то, что сам рынок подрастет, а недвижимость все это время типа сама себя окупает. Вот, но это больше, в общем, для души, не для бизнеса, да. То есть, если ты планируешь когда-то сюда переместиться, ты сейчас берешь недвижку, пока ты не здесь, ты ее сдаешь, и она как будто бы немного тебе возвращает, да, твои инвестиции. Да, и с одной стороны это так, с другой стороны, если ты покупаешь строящийся объект, в любом случае он у тебя вырастает по мере сдачи в эксплуатацию. То есть частично ты возвращаешь уже, да, вложенные инвестиции. Есть проекты также, которые строятся при каких-то отелях или управляющих компаниях. Например, сейчас один из топовых проектов – это поселок Вилл, там 52 виллы, которые находятся под управлением сетки отелей One and Only. Вот, они там сейчас из 50 там, с чем-то юнитов осталось 12. Ценник начинается от $4,5 миллионов. Вот, но ты можешь отдавать свою виллу в отель для управления, для краткосрочной аренды. При том, что ты подписываешь изначальное соглашение, что ты сам в долгосрочную аренду сдавать не имеешь права. То есть хочешь, пожил, захотел посдавать гостям One and Only, пока тебя нет, свою виллу, посдавал. Вот. Или не захотел, не посдавал. Также есть еще несколько таких же проектов, которые просто заключили с отелями какими-то близлежащими соглашения и также предоставляют возможность краткосрочной сдачи отельным гостям в отсутствие самих хозяев той недвижимости, которую они приобрели. Но все равно это, даже при том, что ты там частично живешь, это не больше 4% годовых возврата инвестиций. Ну, в целом, мне кажется, это лучшая опция, да, если ты отдаешь в управление отелю. В принципе, это такая международно распространенная практика, и если ты инвестируешь в недвижку, ну, мое мнение, лучше инвестировать в такие проекты, если ты, конечно, сам не собираешься там жить. При этом очень высокий спрос на недвижимость высокого уровня, и причем, что самое интересное, для меня это сюрприз,
до 30% сделок до сих пор делаются удаленно. То есть пандемия прошла, но люди типа знают Маврикий, примерно понимают район, говорят, о, нам это нравится, по картинкам покупают, даже не приезжая. Причем там бюджеты там, 2 миллиона долларов, 3 и так далее. Если говорить про инвестиции в недвижимость, мы сейчас говорили про, скажем так, частного инвестора, который инвестирует в какой-то конечный продукт. Но если говорить, например, о девелопменте, то здесь открывается совершенно другая история. То есть вообще там, главная цель моей компании – это запустить несколько девелоперских проектов. Вся вот эта вот агентская история – это больше такое большое маркетинговое исследование, что касается там, и спроса, и цен, и того, что строить, то есть продукта, и документации, которая необходима, исходно-разрешительная, как регистрация проходит, прав и так далее. Если говорить про девелопмент, то здесь уже доходность совершенно иная, то есть она может быть там, и 30, и 40% годовых. Потому это уже поинтереснее, конечно. Да, особенно здесь вот, иногда встречаются такие проекты недостроенные, которые в пандемию стали и так и не вернулись к жизни, то есть хозяева их не осилили. И они продаются с дисконтом. А там уже понесены затраты, там, зачастую там могут быть проложены инженерные сети, какие-то работы произведены, которые там что-то стоят. Ты, получается, покупаешь, если этот проект, землю, тебе нужно вложить просто немного денег в какой-то ремаркетинг и благоустройство. Дальше ты открываешь продажи, по закону продаешь 70% недвижимости, то есть тебе уже, получается, деньги гарантированно нормально пришли на стройку. Вот, дальше получаешь проектное финансирование, строишь, и получается там на вложенные небольшие деньги вначале на землю, маркетинг и какое-то благоустройство, у тебя можешь и в 2, и в 3 раза заработать. А насколько сложно получить проектное финансирование? Это местные банки подключаются или фонды какие-то? Что это? Это работают местные банки, это все, конечно же, зарегулировано, и нужно иметь необходимые связи, репутацию и так далее. Вот. Но здесь, в принципе, остров маленький, все друг друга знают. Если ты заручишься поддержкой какого-то там из местных партнеров, то, как правило, проблем с этим не будет. Какие планы у тебя? Сколько ты планируешь здесь еще прожить? Да как пойдет. Если там, в какую-то стройку зайдем, то понятно, что я как минимум до окончания реализации проекта или проектов буду здесь находиться. А так пока живем, пока живется, дети ходят в нормальную международную школу с какой-то перспективой продолжения образования в любой другой стране. Погода, в принципе, радует. Очень напрягает, конечно, неразвитость сервисов, да, то есть, условно, там, покрасить волосы приходится жену отправлять в Москву. Да, нормально, чтобы это было нормально. Ну, это понятно, что условно, да. Какие-то мелкие вещи, они здесь не развиты. Есть, безусловно, свои минусы для постоянного проживания, особенно с детьми. Пока мало каких-то вариантов развлечений там, для детей, каких-то игровых, там, аттракционов, там, парков. Кстати, у меня сейчас один из проектов, я прям уже активно его прорабатываю, уже ищу помещение, это сделать здесь клуб виртуальной реальности. То есть здесь этого нет, но в целом детям и приезжим, и местным здесь делать нечего. То есть у них есть день в школе, они там проводят с друзьями, все рады, довольны. Вот, а как бы во двор здесь не выйдешь, да, друзей не найдешь, не погуляешь, потому что все как-то так разбросаны по небольшим поселкам. Это проблема, дети могут скучать, поэтому надо либо часто выезжать, либо что-то придумывать. Здесь природа красивая, зоопарк, знаю, есть, да? В целом пляжи. Какие-то водные Первые 3 месяца мы с моими детьми каждый день ходили на пляж. После 3 месяцев они просто взмолились, пожалуйста, куда угодно, только не на пляж. Мы можем убраться дома, там, посмотреть телевизор, помыть посуду, только, пожалуйста, можно не на пляж. Все надоедает, и здесь отсутствие разнообразия именно для детей, оно, конечно, дает о себе знать, поэтому гостеприимство из-за этого развивается зато. То есть ты, если находишь какую-то семью с подходящим возрастом детей, у вас начинается сразу... Ходите друг к другу в гости. Да, общение, взаимодействие. Ну что, вот так выглядит жизнь предпринимателя на острове, а мы отправляемся дальше, осматривать лучшие пляжи северного побережья, а также посетим ботанический сад, где посмотрим дерево, которое растет корнями
вверх, если найдем, конечно. Спасибо тебе, Станислав, очень классно побеседовали. Да, спасибо.